Понаехали халявщики. Ничего не делают, работать не хотят, живут на налоги несчастных испанцев. Такое я читаю в комментариях о себе и других украинцах практически под каждым своим видео. И сегодня я буду это опровергать. Сегодня я покажу свой обычный день. Как же я ничего не делаю, не хочу работать и планирую продолжать сидеть на шее у испанцев. Сегодня обычный мартовский вторник 2023 года. Я начинаю свой день тунеядки в 7 утра. На улице еще даже не совсем светло. В Испании солнце вставать не торопится, да и день выдался сегодня пасмурный. Я нахожусь на второй фазе программы временной защиты. Живу в городе Херес-де-ля-Фронтера, провинция Кадис, Андалусия. Подробнее о всех фазах программы, о аренде жилья, где же я живу и как нашла себе квартиру, в отдельном видео. А сегодня мне пора бежать. И я приглашаю вас провести этот день вместе со мной. Мои занятия испанским начинаются в 9 часов утра. Нужно мне примерно 30 минут, чтобы дойти от дома до школы. Помчались. В нежаркое время года такие прогулки совершенно не утомляют, ведь большую часть пути я иду по очаровательным улицам старого города. Какие будут ощущения летом, когда жара поднимется за 40, я пока не знаю. Но на данный момент утренние прогулки меня бодрят и очень даже стимулируют. Мои первые курсы на сегодня в коллегиуме для взрослых. Я пошла заниматься, а для тех, кому интересна тема изучения испанского языка, оставлю видео в закрепленном комментарии со своим личным топ-5 советов, как же побыстрее заговорить на испанском. Вот так вот выглядит коллегиум для взрослых. И здесь можно изучать не только испанский. Взрослые студенты приходят сюда, чтобы освоить информатику или, например, английский. Вместе со мной изучают испанский студенты более чем из 10 разных стран. Несколько раз в неделю у меня совпадают курсы испанского языка в 2 школах. Поэтому мне приходится практически бежать с одних занятий на другие. К счастью, обе школы находятся в центре города, и расстояние между ними небольшое. Херес-де-ля-Фронтера город небольшой, но считается самым крупным в провинции Кадис. За 9 месяцев жизни здесь я успела полюбить это место. Мне здесь уютно и комфортно. Это курсы от ассоциации, в которой я нахожусь на временной защите. Они бесплатные, впрочем, так же, как и занятия в коллегиуме. Эти курсы обязательны к посещению. Сейчас 10 с небольшим, заниматься я здесь буду примерно до 12. Это не совсем похоже на школу, так как помещение церковное. Но на качество занятий это никак не влияет. В моей группе 10 человек, занимаемся мы 4 раза в неделю по 3 часа. Yo hice los deberes con María. A ti, te estoy queriendo. Сегодня мы закончили немного раньше, и у меня есть минут 30 свободного времени, чтобы выпить кофе перед следующей встречей. Сегодня у меня назначена встреча с сотрудником моей ассоциации защиты из отдела труда. Мы подошли к этапу поиска работы, и представители АКСЭМ вместе с городской службой занятости помогают мне в этом вопросе. Я уже была на нескольких встречах, но они носили больше ознакомительный и ориентационный характер. Неделю назад с моим куратором мы поработали над моим резюме, хотя я имела прекрасный англоязычный вариант. Теперь я имею замечательное резюме на испанском языке и иду для того, чтобы продолжить этот процесс. Будем искать мне работу. Мой уровень испанского пока всего лишь А2, поэтому помощь в создании резюме была очень важна. Дорога от школы до офиса АКСЭМ занимает примерно 30 минут. Я уже наловчилась, проложила для себя короткие маршруты по
таким закоулкам Херес де ля Фронтера, поэтому получается все достаточно быстро. Угадайте, сколько я за день нахаживаю примерно километров. Кстати, в Испании очень удобный городской транспорт. В моем городе он представлен автобусами, но Интервал между рейсами в среднем 20-40 минут. И часто бывает так, что намного быстрее дойти пешком, чем ожидать автобуса, затем на нем ехать. пользуюсь автобусами я крайне редко. К счастью, город у нас небольшой, и ходить пешком одно удовольствие. Я на месте. В этом офисе Аксем находится не только служба занятости, а также юридический отдел и служба психологической помощи. Все это работает бесплатно для людей, находящихся на программе защиты. Я провела в службе занятости около 2 часов. Мы сделали достаточно много с моим куратором. Зарегистрировали меня на 5 сайтах по поиску работы, везде добавили мою информацию, резюме и отослали несколько запросов по уже имеющимся предложениям по работе. Будем надеяться, что мне повезет, в ближайшее время появится какой-то вариант рабочий. А сейчас я отправляюсь домой. Дорога от офиса до моего дома занимает примерно 45 минут. Я, конечно, могу поехать на автобусе, но это будет с пересадкой и займет у меня чуть больше часа. Поэтому быстрее будет дойти пешком. Время около 3 часов дня, и на сегодня я с испанскими делами закончила. По той простой причине, что в Херес де ля Фронтера все государственные учреждения, офисы и прочее работает до 3 часов дня. Я хотела еще сегодня зайти в библиотеку, чтобы продлить книгу, которую взяла читать, но библиотека работает до 2, поэтому займусь этим вопросом завтра. А сегодня бегу домой, потому что есть другие важные дела. Кстати, я приехала в Испанию не по туристической путевке, как думают некоторые. И несмотря на то, что страна помогает мне юридически и финансово, свои бытовые вопросы я должна решать сама. Сейчас зайду в супермаркет, куплю себе что-нибудь на обед, затем мне нужно это приготовить, посмотреть, что у меня в квартире было чисто, и только после этого я смогу заниматься своими остальными делами. К счастью, один из супермаркетов популярной испанской сети Меркадона находится прямо рядом с моим домом. А мое фитнес-приложение в мобильном к 3 часам дня выглядит примерно вот так вот. Как я уже сказала, практически всегда к 3 часам дня я дома. Занимаюсь домашними делами и только после этого могу переходить к своим онлайн-задачам. Сегодня я буду работать над видео для YouTube-канала, которое вы сейчас смотрите. Кстати, процесс это достаточно трудоемкий и совсем не быстрый. Начинается все с идеи, написания сценария, прописывание каждой сцены, текста, затем съемка, монтаж, загрузка и SEO-оптимизация ролика, чтобы как можно больше людей его посмотрели. Я не профессионал, денег пока этим не зарабатываю, но стараюсь сделать так, чтобы мои видео были интересными. Кроме того, я очень люблю то, что делаю. Это касается как YouTube-канала, так и написания статей. Очень часто я читаю возмущенные и негодующие комментарии в свой адрес. Почему я не работаю и почему я переехала из Египта, где прожила практически 8 лет в Испанию. Самая распространенная версия: я люблю жить на халяву, на средства испанских налогоплательщиков. Давайте еще раз внесу ясность и больше к этой теме возвращаться не буду. Мой канал ориентирован совершенно на другой контент. В 2014-м, когда Россия оккупировала мой город, Донецк, я была вынуждена уехать. Я нашла работу в одном из 5-звездочных отелей Египта. Затем я работала в нескольких отелях на Кипре. Но перед самой пандемией я опять вернулась в Египет. В 2020-м, когда весь туризм завис, я перестроилась на удаленный формат. И до того момента, когда Россия начала полномасштабную войну 24 февраля, я работала онлайн и на эти деньги жила в Египте. Я копирайтер, писала статьи для украинских компаний и онлайн-изданий. Но с началом войны
практически все бизнес-проекты либо остановились, закрылись или заморозились. Поэтому я осталась без работы и без финансовой возможности жить в Египте. Возвращаться в Донецк я не собиралась и не собираюсь. А о переезде из страны пирамид я думала еще в 2021. О том, что это будет Испания, я решила в это же время, но переехать смогла только в мае 2022. Каждый из вас может думать обо мне все, что угодно. Что я воспользовалась ситуацией, что мое место в Египте, как пишут некоторые, что я халявщица, что я ищу легкой жизни. Это ваше право, ваши мысли, и, честно говоря, меня это не очень волнует. Никто из вас не знает, как чувствовала себя я, что происходило, и как это 9 лет жить с 2 чемоданами, искать работу и новый дом во всех странах мира. В своих видео я показываю только положительную и позитивную часть всего того, что со мной происходило. Все негативное и плохое я оставляю за кадром. Зрителю это не нужно. Так и будет дальше. На данный момент я продолжаю сотрудничать с онлайн-изданием под названием Royal Design. Но сейчас это скорее волонтерская деятельность, потому что из-за войны проект также потерял финансирование. Но мы с редактором решили во что бы то ни стало сохранить наш онлайн-журнал, поэтому в свободное время я пишу для него статьи. Одну из них оставлю в описании к этому видео, возможно, кому-то из вас будет интересно. Вот так и получается, что с утра у меня день плотно занят моими испанскими делами, а после обеда я занимаюсь своими волонтерскими проектами, то есть YouTube-каналом и журналом Royal Design. Также у меня есть аккаунт в TikTok, где уже более 10 тысяч подписчиков, и я активно делюсь своими испанскими буднями. Кроме этого, я человек очень активный, социальный и стараюсь разыскать все интересное, что происходит в Херес де ла Фронтера и за его пределами. Поэтому покажу вам еще, чем же я занимаюсь в свои будние дни. Ну а как я провожу выходные, вы можете видеть по моим другим видео. Несколько дней назад я приняла участие в интересном фотопроекте «Херес por Alegrías». Цель – показать, насколько яркой и увлекательной может быть Андалусия, регион Испании, где я живу. Для съемки были приглашены иностранки, живущие в Хересе и успевшие полюбить зажигательный танец фламенко. Сегодня я принимаю участие в очень интересном проекте. Безумно интересно, потому что у меня есть опыт работы на сцене, на подиуме и как фотомодели, поэтому я немножко вспомнила свое прошлое, и это было вообще очень круто. Также на прошлой неделе в столице нашей провинции, городе Кадис, прошел митинг, организованный украинскими беженцами и испанскими активистами за мир в Украине. Конечно, я не могла остаться в стороне. Если у меня к вечеру остаются силы на прогулку или пробежку, то я с большим удовольствием это делаю. К большой радости обнаружила рядом с домом бассейн. Со следующего месяца обязательно добавлю в свой график плавание. Иногда нахожу время, чтобы приготовить что-то вкусное. И сегодня у меня есть для этого повод. Эх, не зря я сегодня была такой хозяюшкой-расхозяюшкой. Сегодня у меня в гостях Хуан. Многие его знают, кстати, по видео топ-5 советов, как же выучить испанский. Сегодня я буду Хуана угощать сладостями и после этого буду читать ему книжку. Muchas gracias para tu ayuda a mí con español y invitarte para Ucraniana-Te. Читаю интереснейшую детскую книжку про La Mezquita de Córdoba. Интересно, потому что я там еще и была. El Almenar a Torre. El Almenar o Torre. A la vez que se agrandaba la parte del oratorio, lo mismo ocurría con el patio, hasta llegar a ser como hoy lo conocemos. Bien. Примерно так проходит мой каждый день. Я хожу в 2 языковые школы, учу испанский, встречаюсь с представителями ассоциации,
службами занятости, психологом, юристом. Начала поиск работы, при этом успеваю заниматься домашними делами и вести свои онлайн-проекты. Я адаптируюсь в новой испанской жизни, завожу друзей, знакомых. Впервые с 2014 года я почувствовала, что у меня наконец-то есть будущее. И я готова начать все с нуля, чтобы построить его таким, каким хочу. Интересно, что вы думаете? Действительно ли я тунеядка? Ищу легкой жизни и кайфую от того, что сейчас живу на пособие для беженцев. Так ли все однозначно, как некоторые возмущенно, не стесняясь в выражениях, в грубой форме, пишут в комментариях?